Я люблю свободу. Люди любят покушать. Ну, не могу. Вот чуть-чуть могу. Но если бы мне пришлось выбрать, я бы выбрал вьетнамскую. Ой, хочу мамины котлетки. Привет, друзья! Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня у нас очередное видео вместе с Инной, где мы говорим на медленном русском. Не забудьте посмотреть канал Инны, который называется Comprehensible Russian. Ссылка на него вот здесь. Да, сегодня мы будем говорить о спорте. Также мы будем говорить о еде и о вредных привычках. Ну что, вы готовы? Что? Поехали! Привет, Инна! Привет, Сереж. Так, ну сегодня с нами снова Инна, как вы знаете, с канала Comprehensible Russian. Вот. И мы дальше продолжаем говорить на разные темы на медленном русском. Надо помнить, Инна, медленном русском. Да, обязательно. Вот. Ну хорошо, значит, сегодня у нас такие темы. Значит, первая тема — спорт. Да, Инна, ты занимаешься спортом? Нет. Следующий вопрос. Следующий. Ну как так? Разве ты никогда не делала никакую зарядку, не знаю, какую-то йогу? Йога — это тоже спорт, я думаю. Да, я расскажу о том, что я делала раньше. Просто действительно, сейчас какой-то период я ничего не делаю. Но в целом по жизни раньше я любила заниматься йогой и плавать. Вот, пожалуй, два занятия, две физические активности, которые мне приносят удовольствие и которыми я занималась с переменной регулярностью. Иногда, конечно, забрасывала, забывала, но обычно возвращалась к этому. Я пробовала разные виды йоги. Ну, там же есть хатха, обычная такая физическая направленность. Есть, как она, кундалини, правильно? Кундалини, мне кажется, более физически активная, если я правильно Ну, она помню. просто другая. Угу, Там много работы с энергией. угу. Что там еще есть? Там Ну, в общем, я много. разные, Да. разные пробовала, да. И плавать люблю в основном в открытой воде. Ам, В бассейнах не очень. В бассейне мне некомфортно, потому что там есть вот эти дорожки, и нужно плыть ровно по прямой линии и, и не врезаться в стены. А я, а я этого не люблю. Я люблю свободу, я люблю плыть свободно, когда вода открыта, и мне даже не нужно смотреть по сторонам. Просто когда так плывешь, ты впадаешь в какой-то транс, можно так сказать, в такое состояние особенное. Мысли, ритм, дыхание, все вместе сходится, и мне очень нравится это состояние в воде. Безусловно, я тебя понимаю. Да, ты тоже любишь так? Очень, очень. Плавание — это, наверное, был самый первый спорт, который я начал делать в моей жизни. Я, наверное, начал плавать, когда мне было только 4 года. Вот, Ого. да. И когда я был маленький, я всегда проводил лето у бабушки на даче, и там была речка, и мы ходили на эту речку каждые, не знаю, 2 дня, может быть, плавали там. И там было довольно сильное течение, но меня это не пугало. И
я думаю сейчас, как меня родители отпускали туда. Вот, но да, это было круто. Да, поэтому сейчас мне очень сильно не хватает именно, я, кажется, говорил в прошлый раз, что я именно люблю воду пресную, не люблю М, соленую. Вот. м. А ты Мгм. сейчас далеко от воды живешь? От моря недалеко, но я хожу на море один раз в месяц, может М, быть. Вот, потому что я, когда плаваю в соленой воде, потом ты выходишь, тебе нужно принимать душ, потому что она такая соленая, вот. А в пресной ты можешь просто вот плавать долго и чувствовать себя прекрасно, и потом можно выйти и тоже кайфовать. На море мне только нравятся волны, вот, мгм. Да, да. волны класс. Мгм. Но не очень большие, потому что тогда Да, могут быть проблемы. Мгм. хотя я не против и больших волн. В Доминикане были огромные волны, там океан, и многие боялись плавать в таких волнах. Но для меня самый главный ответственный момент – это войти в воду, когда волны, а потом уже все хорошо. Ну да, и выйти потом выйти Вот, выйти, я на думаю, берег. самый трудный момент это выйти из воды, когда большие волны, потому что я, Мгм. как сказать, один раз использовал bodyboard. Ты знаешь, что это такое? Какая-то доска, Это как бади, доска, да, бади, это короткая, есть, нет? да, да, такая небольшая короткая, Коро- где-то такого размера, и ты на нее Ага. ложишься вот так и плаваешь. И я однажды плавал и был на волне, и, как правило, когда волна идет вниз, ты идешь вместе с волной, очень круто так, как бы серфишь. Но один раз я был очень близко к берегу, и волна была такая большая, и потом она резко пошла вниз, и я тоже вниз, и я лицом всем в землю вошел. А, ага, Вот, ага. да, А и там повредил были спину. камни, там были Нет, камни, там был песок. песок, но все равно, когда ты всем лицом входишь в Ну да. землю, и моя спина вот так прогнулась, и я Э, потом тоже не мог ходить некоторое время. э, Но не то чтобы совсем, но больно было. Вот, поэтому мгм, волны сейчас я аккуратнее к ним отношусь. мгм. Раньше я был как ты. Нормально. Давай. Да, хорошо. Ну, понятно, значит, сейчас спорт... А как ты думаешь, почему сейчас тебе трудно заниматься? Потому что ты потеряла рутину или потому что ты очень занята, как всегда все говорят? Или... Да, все говорят. А, Мотивация и внимание. Что нужно, чтобы делать что-нибудь? Нужно туда направить свое внимание, правильно? А моя голова сейчас занята на 100% работой и ну, нет, не на 100%. Еще у меня есть дочь. Вот, дочь и работа. И я этого уже очень-очень много у меня в голове. Не остается места для того, чтобы подумать: "Так, мне надо сходить, заниматься чем-нибудь". Я все время ну, такой Понимаю. период. Все нормально, это нормально. Я думаю, что у Мгм. каждого есть периоды, когда какие-то части нашей жизни, может быть, проседают, да, но потому Мгм. что это нужно в этот момент. Да. Да. Главное, чтобы этот период не длился всю жизнь. Да уж. Хорошо, ну давай тогда перейдем на другую тему. Раз уж мы М. говорили про спорт, да, когда люди не занимаются спортом, люди любят покушать. Да. Все люди любят покушать, которые занимаются и не занимаются. Да, вот ты, какую еду ты любишь, какую кухню ты любишь, расскажи мне вообще. М, я много чего люблю. Я вообще люблю поесть. У меня нету никаких проблем с едой. Можно ли сказать, что ты выиграла генетическую лотерею в плане веса? А, нет, 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 Нет? нет. Нет, я знаю людей, которые, э, едят много и все, что хотят, и при этом очень-очень худенькие и стройненькие. Нет, у меня не так.
у меня появляются лишние килограммы, если я ем неправильно или слишком много. Но я имею в виду, что я могу есть все, что угодно. Все, что угодно. У меня нет никакой диеты. Я ем все продукты. Ам, И мясо, и овощи, и фрукты, и сладкое, и соленое, и кислое, и острое. Ну, острое нет. Пожалуй, острое– это единственное, что, ну, не могу. Вот чуть-чуть могу. Чуть-чуть острое и в небольшом количестве. Но если съесть слишком много, то мне это сложно пережить, особенно все, что острое во рту. Вот бывают вещи, продукты, которые острые в носу, Я как, хотел например, только сказать тебе, да, да, как, например, горчица, русская такая острая русская горчица, горчица, да. или васаби. Вот такие вещи, которые острые в носу, мне отлично заходят. Я могу такое есть спокойно. Но, как, например, тайская еда Тайская очень острая. острая. Тайская Нет, я не очень могу острая, такое да. есть. Я думаю, тайская еда, ну, традиционно тайская, она намного более острая, чем индийская. То есть люди думают, что индийская острая, она острая. Она как бы у нее Мгм. такой средний уровень остроты, но во всем. Но тайская, когда ты ешь прямо в местных заведениях, там, ну, я не могу есть. А я люблю острое. То есть для меня Мгм. я не чувствую вкус. Я просто чувствую остроту и все. Вот, Мгм. да. Но индийскую я очень люблю. Да, мне нравится вот этот уровень остроты, да, конечно. М. Но я не люблю васаби. Я могу есть чуть-чуть, да, но это я начинаю всегда чувствовать себя так... Вот такое чувство. И ты Ага. правильно сказал, в нос, это мне не нравится, да, неприятно. Вот у тебя наоборот. Мгм. Мгм. Но, например, вьетнамцы, они очень спокойно могут есть, ну, например, моя семья, семья моей жены, они спокойно едят чили, но они не любят черный перец. То есть, когда ты добавляешь много черного перца, они говорят, острое. Я говорю, нет, не острое. Да, но они спокойно едят Интересно. чили, да. Хм. Вот. Мгм. А что ты обычно Интересно. ешь вот дома? Расскажи мне твоя стандартная диета, допустим, такая среднестатистическая, на завтрак, на обед, на ужин, что ты ешь? Зависит от того, готовлю ли я сама или заказываю. Потому что в последнее время, опять же, из-за того, что сейчас все мое внимание на работе, я не хочу тратить время на готовку. Поэтому я заказываю готовую еду. Очень удобно. В Москве есть все, что хочешь. Любая готовая еда на любую диету с любым количеством калорий. Можешь выбрать программу абсолютно какую хочешь. Я обычно выбираю что-то среднее, универсальное, чтобы там было все. И рыба, и мясо, и овощи, и крупы, все подряд, чтобы было разнообразие. А есть ли какая-то кухня, которую ты могла бы есть почти каждый день, не уставая? Ты знаешь, я хотела ответить, потом подумала, не знаю. Ам, Когда я думаю о других кухнях, не о русских, не о русской кухне, к которой я привыкла, вот ее бы я могла есть всегда, каждый день, Правда? сколько угодно. М, Да, 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 могла бы. интересно. Может быть, настал такой момент, когда я возвращаюсь к корням. Я заметила, что я все больше и больше хочу поесть что-нибудь, что я ела в детстве или в юности.
у меня бывает такое. Ой, хочу мамины котлетки. Что-нибудь такое. Ам, Хотя буквально несколько лет назад мне бы даже в голову не пришла мысль о маминых котлетках. Ам, Но если говорить о других кухнях, я очень люблю вьетнамскую. Именно потому, что она сбалансированная, не очень острая, такая мягкая по вкусам, приятная. И супы есть, да? Да, и не острые Для нас супы. и не острые супы, а для русских очень важно, чтобы были супы. Вот мы так воспитаны, мы так привыкли, для нас супы все-таки это очень важно. Ам, так что да, вьетнамская. Русская, вьетнамская. Мгм. Я могла бы долго на вьетнамской еде Ты знаешь, просидеть, это точно. это интересно, потому что я с тобой абсолютно согласен. Да? Да, я думаю, что для меня сейчас, конечно, я так же, как и ты, люблю разнообразие в моей диете, но если бы мне пришлось выбрать, я бы выбрал вьетнамскую. Потому что это Мгм. действительно кухня очень сбалансированная, есть много разных вещей, а особенно как для вегана тут очень много разных блюд, очень много разных Мгм. так сказать, вариаций, то есть ее веганизировать очень легко. Вот, Мгм. да, Мгм. поэтому, и, конечно, тофу это наше все. Вот, да. Еще я могла бы долго просидеть на грузинской кухне. Я очень люблю грузинскую кухню, и она тоже очень разнообразная. Там есть все, что хочешь. Хочешь мясо. Может быть, рыбы не очень много, Мгм, мгм. насколько я Горы, знаю. да. Ну, ну да, Горы, горы. Какая рыба. да. Но в остальном там очень много овощей и овощных блюд, и мясо, и хлеб, и сыр, и много зелени. Много зелени, это здорово. И очень ароматное все. И орехов много. Вот орешки. Так что грузинская кухня и очень хорошо сочетается с вином. Вот. Ага, и винишко сюда, да. Ну, конечно, Говоря, конечно. говоря о вине, давай перейдем к нашему третьему вопросу. Такой переходик. Есть ли у тебя вредные привычки? Ну, есть. Я только не могу сказать, чтобы у меня были какие-то супер вредные привычки. Я, например, там не употребляю наркотики. Ну, с другой стороны, алкоголь и табак это тоже наркотики, и даже кофе наркотик. Но, кстати, я кофе не пью, ну просто потому что не могу. Меня от кофе трясет, и психологически тоже потряхивает. То есть, если я выпью кофе, я начинаю думать о чем-нибудь плохом, тревожиться. В общем, мне не очень нравится это состояние, поэтому я не пью кофе. Ам, так, что еще у нас есть из плохих привычек? Курение, да? С курением у меня отношения такие. Я иногда курю, потом брошу. Я могу не курить несколько лет, как это было, например, в то время, когда у меня появилась дочь, и я лет 5-6, наверное, не курила. Потом я начинаю опять, но мне несложно бросить, потому что я плохо себя чувствую от сигарет. Я могу несколько месяцев бросать, но в конце концов, я бросаю. Бросаю, потому что, ну, все уже мне совсем плохо, у меня кружится голова, и мне все время хочется лечь. У меня мало энергии. Ну, в общем, сигареты из меня вытаскивают всю жизненную силу. Хотя я знаю людей, которые курят, ну, и вроде норм. То есть
У них нету такого, что они выкурили сигарету и сразу прям что-то такое почувствуют. Нет, и курят, 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 и нормально. Мне кажется, им сложнее бросать. Нету мотивации такой. Что еще? Алкоголь. Ам, Алкоголь я пью. У меня нету каких-то, ам, как сказать, как сказать, предубеждений и лимитов для себя. То есть нельзя, нельзя. Нет, ну можно, в меру, естественно. Я не пью каждый день, я не пью одна, допустим. Ну, то есть для меня алкоголь это как средство для повышения градуса веселости в компании. Вот так. Хорошо. Вот так. С друзьями, в компании, на отдыхе. Самое то, почему нет. А как насчет самой страшной вещи нашего 21 века? Телефоны, социальные сети. М, м, Да, конечно, телефон у меня постоянно в руках. Да, постоянно в руках. И в кровати, и везде. Мгм. Считаешь ли ты это Так что, проблемой, или ты думаешь, это, ну, нормально? Это просто часть нашей жизни ой, сейчас. м, у меня тоже был такой период в жизни, когда я очень была сфокусирована на этом, как на проблеме. Сейчас скорее нет. Не знаю. Работа вся в телефоне, поэтому я даже не знаю, как я могла бы а, им не пользоваться. Я сейчас стараюсь ограничить пользование телефоном, но я заметил, что я стал больше времени проводить за компьютером. А, То есть я такой, ну если я сейчас встану, то я не вижу телефона. Давай что-нибудь посмотрим, ютубчик, еще чуть-чуть на компе. Ну Но вот, мне кажется, здесь важный вопрос, что именно ты делаешь, потому что если, например, ты на телефоне или на компьютере целыми днями читаешь художественную литературу, то это один вопрос, правильно? А если ты смотришь какие-то вирусные видео и мемчики, ну, всякий мусор, ну, это совсем другое. То есть, да, что ты делаешь? Почему у тебя есть чувство, что это плохая привычка? Почему ты хочешь избавиться от телефона? я думаю, для меня самая большая проблема это потому, что даже не важно, что я смотрю. Я могу смотреть обучающий контент, но для меня проблема, что я всегда пытаюсь занять чем-то мою голову, мои уши, мой мозг. Мгм. И поэтому мой мозг не отдыхает, не может перерабатывать информацию и не может чувствовать себя спокойно. То есть я чувствую, что мой уровень тревоги очень сильно зависит от того, сколько я использую мой телефон. И неважно от того, что я буду потреблять. Конечно, может быть, если бы я потреблял, вот как ты сказала, мусорный контент, я было бы еще все хуже. Мгм. Но как бы я, да, обычно смотрю не всегда, вечером, например, сейчас я себя ограничил, что я могу использовать телефон вот именно для, когда я готовлю или мою посуду или что-то еще такое делаю, только вечером. То есть утром, днем я этого не делаю. Вот. И я вечером обычно смотрю либо новости последние, либо смотрю какой-нибудь стендап. Когда уж совсем сил нет, мне нужна какая-то энергия, и там какие-нибудь смешные вещи меня помогают, подбадривают меня. Мгм. Вот, да. Но если я в течение дня... Ну, просто я очень много времени проводил, да. И, допустим, я вставал, я шел гулять с собаками, я слушал какой-нибудь подкаст, я возвращался, шел в тренажерку, слушал какую-то музыку, потом возвращался, принимал душ, что-нибудь смотрел, пока в душе у меня, потом готовил завтрак, у меня что-то было, и всегда что-то было в ушах, в глазах, понимаешь? И это слишком много. Поэтому сейчас я Мгм. вот стараюсь не больше 2 часов в день, чтобы у меня было экранное время на телефоне. Раньше у Странное меня это время.
Раньше у меня это доходило до 5-6 часов, то есть совсем плохо. Вот, поэтому сейчас да, стараюсь. Мгм. Но при Вот. этом ты все Мгм. равно работаешь на компьютере, верно? Да, конечно. Понятно, что это не все экранное время в моей жизни, но именно от телефона, да. Потому что Мгм. сейчас я могу, когда я, допустим, готовлю, могу просто о чем-то подумать, или могу просто попытаться смотреть на еду, какая у меня прекрасная еда. Все еще, когда что-то я и моя жена мы едим, всегда смотрим что-нибудь. То есть нам трудно есть, не смотря ничего. Может быть, если мы идем в кафе, конечно, я говорю, все телефоны убираем, мы в кафе, мы сидим друг напротив друга, мы едим. Но дома всегда телек включаем, ютубчик или Netflix или еще что-нибудь. Интересно. А для меня, пожалуй, время за едой, Мгм. с другим человеком, не Мгм. одной. Мгм. Пожалуй, это самая простая ситуация для того, чтобы не смотреть ничего. М, Потому что вот человек, вот мы едим, и мы можем пообщаться. м, Это для меня очень легко не смотреть мгм. ничего. Наоборот. Я думаю, что зависит от того, как вы сидите, потому что мы не сидим на столе, мы всегда сидим на диване. То есть я здесь, она здесь, телевизор перед нами. Поэтому Да. так вот просто есть, конечно, можно, но когда телек уже там, просто М. кнопочку нажал. Вот. Вот к вопросу о привычках. Мгм. Чтобы поменять привычки, иногда достаточно подвинуть мебель. Правда? Да, да, это правда, правда, да. Подвиньте мебель. Попробуем. Ну вот мы скоро переедем в другой дом. Надеюсь, там у нас М. не будет телевизора, и мы будем только смотреть, когда у нас будет, не знаю, вечер кино какой-нибудь, да. Мгм. Вот. Ну, я думаю, что на сегодня хватит. Спасибо, это было очень интересно. И Спасибо тебе. приходи еще. Пока-пока. Обязательно. Давай. Счастливо. И всем пока. Ну вот и все на сегодня, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Как всегда, не забудьте поставить лайк. И, конечно же, огромное спасибо всем моим патронам на Патреоне, таким как Джош, Джоэл, Джефф, Лиз, да, Холли и Андрея и Брюсли. Если вы также хотите поддержать мой канал, вы знаете, что делать. Переходите вот туда или можете отправить «Спасибо» кнопочка под этим видео. Как всегда, огромное вам спасибо за это. Всего хорошего и пока-пока!